В США восхитились Софьей Акатьевой. Катание уровня Косторной, прыжки как у Трусовой, плюс стойкость Щербаковой. В ноябре минувшего года в Казани состоялся этап Кубка России среди юниоров, после которого в кулуарах отечественного фигурного катания заговорили о том, что уже в ближайшее время на небосклоне мирового фигурного катания загорится новая звезда. 13-летняя ученица Хрустального Софья Акатьева во время исполнения произвольной программы в Казани выдала целую серию невероятных прыжков, от каждого из которых захватывало дух. Юниорка Тутберидзе запросто исполнила четверной тулуп, а потом повторила данный элемент, но уже в каскаде плюс двойной тулуп. Далее Акатьева издевательски чисто исполнила еще и фирменный прыжок Туктамышевой, тройной аксель, чем окончательно покорила местную аудиторию. Подобного арсенала прыжков на сегодняшний день нет даже у королевы квадов Трусовой. Неудивительно, что победоносное выступление Акатьевой в Казани произвело огромное впечатление на весь тренерский цех российской фигурки. Любопытно, что еще совсем недавно эксперты не считали Акатьеву самой перспективной юниоркой Хрустального, отдавая предпочтение Веронике Жилиной, однако после того, как Жилина в мае 2020 года перешла в Академию Плющенко, Акатьева автоматически стала главной фигуристкой Этери Тутберидзе в своей возрастной категории. И надо сказать, возложенную на нее ответственность Софья оправдала на 100% и не затягивая. Уже на чемпионате России 2021, который проходил в Красноярске, Акатьева заработала 220 баллов, не оставив конкуренткам даже шансы на то, чтобы побороться за юниорскую корону. А уже в марте 2021 года Акатьева заработала сумасшедшие баллы на финальном этапе Кубка России в Москве. За два проката Софья получила 241,4 балла, обогнав Софью Самоделкину, которая в итоге стала второй, почти на 18 баллов. Первая соревновательная дуэль между Акатьевой и Жилиной, которая состоялась в ноябре на этапе Кубка России в Казани, завершилась сокрушительным поражением подопечной Плющенко. В столице Татарстана Акатьева заработала 231,44 балла, оставшая второй Жилина всего 197,45 балла. Победа с разницей более 30 баллов – невероятный триумф. Уже сегодня Софья показывает уровень катания, не подвластный даже многим представительницам взрослой сборной России, единственный минус Акатьевой, да и тот условный, возраст. 13-летняя Софья уже никак не может рассчитывать на Пекинскую Олимпиаду 2022 года. Однако есть все основания предполагать, что Акатьева станет главной надеждой сборной России на Играх 2026, которые пройдут в итальянском Милане. Интересно, что талант еще совсем юной Акатьевой смогли рассмотреть даже за океаном. Так, в начале июня на страницах популярного американского форума Reddit, англоязычные поклонники фигурки устроили настоящую дискуссию о перспективах Вероники Жилиной и Софьи Акатьевой. Самые яркие высказывания комментаторов Reddit. Жилиной нужен опытный тренер, а не мама. И как можно скорее. Жилина хорошо прыгает на тренировках, но на соревнованиях всегда рушится. Я желаю ей всего наилучшего в будущем. Я думаю, что ее мать не должна ее тренировать. Жилина из-за этого кажется очень напряженной. Проблема Жилиной – это не только умственное препятствие. Психологическая стойкость – один из важнейших аспектов фигурного катания. Как вы думаете, почему Анна Щербакова трижды завоевала титул чемпиона страны и мира? Конечно, не потому, что она хорошо тренировалась. Это потому, что она смогла собрать все воедино в нужный момент. При всем уважении к Жилиной, но у нее есть один серьезный недостаток – ее непоследовательность. До сих пор не было ни одного соревнования, где бы она каталась чисто. Софья Акатьева больше похожа на будущую чемпионку, если говорить о новичках. У нее катание на коньках как у Косторной, прыжки как у Трусовой. Или даже лучше. И стойкость Анны. А еще у Акатьевой, кстати, самая быстрая скорость вращения в мире. Я люблю Веронику, смотрю ее «Аллилуйя» в ледниковый период,
Это было одно из самых красивых выступлений в фигурном катании, которые я когда-либо видел. Я очень надеюсь, что она сможет реализовать весь свой потенциал и, может быть, однажды станет первой, кто получит квинт или что-то в этом роде. Жилиной нужно преодолеть психологические препятствия. Если она сумеет в этом разобраться, она будет потрясающей. Она будет силой, с которой нужно считаться. Хотя у нее по-прежнему будет конкуренция со стороны ее сверстников, таких как Акатьева. Акатьева выдающаяся, но как она прыгает, как Трусова. Акатьева – лучший юниор, которого я видела за все годы. Я очень взволнована. Жду, когда она перейдет во взрослое катание. Ее техника прыжков так же сильна, как и у Саши, а ее четверной тулуп и тройной аксель очень мощные. Вероника невероятно талантлива, но она застряла в среде, которая не способствует ее психической устойчивости. Она вынуждена жить и дышать фигурным катанием, и ей негде быть нормальным ребенком. Это так сильно влияет на нее. Она могла бы зайти так далеко, но для процветания ей нужна другая среда, и, к сожалению, ее собственная мать станет ее падением. Я думаю, Вероника способна на гораздо большее. Но что-то не так с ее практикой. Может, дисциплина? Понятно, что она не чувствует себя готовой. Ей нужно больше внимания и профессионализма. Это так грустно, потому что она кажется очень талантливым и милым ребенком. Думаю, что ее мама в качестве тренера – это слишком стрессовая ситуация для Ники и ее сестры. Это кажется особенно очевидным, если принять во внимание нездоровое внимание, которое получают русские девушки-новички. В Академии Плющенко очень тяжелая обстановка. По сути, это вращающаяся дверь, через которую входят и выходят фигуристы и тренеры. Я думаю, что мама просто слишком сильно давит на Нику. У таких людей, как Анна, есть баланс. Их родители не слишком увлечены фигурным катанием, а просто поддерживают их. Это привело к психической устойчивости и силе. Это дает им возможность жить чем-то еще, кроме фигурного катания. У Вероники мама каждый день дышит ей в спину и вовлекает все аспекты себя в карьеру Вероники. Она не может выключить фигурное катание и сосредоточиться на чем-то другом, потому что ее тренер везде с ней. Я все же согласен с тем, что у Жилиной огромный талант, и я был очень расстроен, когда она покинула Этери. Даже больше, чем когда ушла Трусова, потому что за Жилиной будущее. Отметим, что Акатьева родилась в Москве в 2007 году. Свои первые шаги на льду еще совсем юная спортсменка делала под руководством тренеров Хрустального Ольги Булычевой и Юлии Красинской, однако уже в 2017 году талантливая Софья перешла непосредственно в группу Этери Тутберидзе. Через год после работы под началом Этери Софья одержала победы среди фигуристов младшей группы на чемпионате Москвы, а потом и России. В 2019 году Акатьевой удалось исполнить сложнейший каскад из тройного акселя и тройного тулупа. Ранее данный каскад покорялся только знаменитой японке Рике Кихире. Добавим также, что в одном из интервью Акатьева подчеркнула, что примером для нее является олимпийская чемпионка Алина Загитова. Кто знает, возможно, юной Акатьевой уже в ближайшие годы удастся повторить спортивный путь своей любимой фигуристки. Как бы то ни было, а нам, поклонникам фигурного катания, остается одно – пожелать юной звездочке Хрустального реализовать свой невероятный потенциал и завоевать для России весь урожай наград.